Смотрите, это полноценный гайд по работе с ChatGPT, но не в формате техническом. То есть я вам здесь не буду говорить, какие кнопки необходимо нажимать для того, чтобы ChatGPT вам выдавал какие-то полноценные ответы. Я вам покажу его скрытый функционал, скрытые смыслы, которые практически никто не использует. Наверное, 95% людей задают ему достаточно простые шаблонные ответы и не углубляются в смысл для того, чтобы получить реально полноценный развернутый ответ. Поэтому в этом гайде будет полная работа с ChatGPT, полная инструкция по работе с ChatGPT, но на уровне смыслов. Привет, меня зовут Игорь Зуевич. Моя основная задача — это помочь предпринимателям, блогерам, фрилансерам, маркетологам и, наверное, обычным людям научиться использовать искусственный интеллект, экономить на этом огромное количество времени и денег. В этом видео мы с вами разберемся, как работать с ChatGPT на уровне смыслов. То есть я вам покажу скрытые возможности, которые мы можем использовать для работы с ChatGPT, которые, наверное, не используют 95% людей и получают достаточно примитивные ответы. Смотрите, абсолютно неважно, кто вы там, профессионал либо новичок, это видео будет одинаково полезно для всех. Значит, первое, на чем я хотел бы остановиться, для того, чтобы от ChatGPT получать наиболее точные, релевантные ответы, то есть когда мы начинаем работу с ChatGPT, первое, что мы делаем, это вводим в него подсказки и так называемые промпты. Значит, по работе с промптами есть большое количество гайдов, но я бы хотел, наверное, все это объединить в одну структуру и показать вам, как необходимо работать с промптами. Все промпты я бы разделил на два типа. Первый тип — это вопросы, то есть когда вы задаете ChatGPT непосредственно вопрос, то есть для того, чтобы получить ответ. То есть мы его используем как поисковую строку, поисковую систему Google, но нам не приходится, знаете, лазить по этим всем ссылкам. Он нам дает наиболее точный и релевантный ответ. То есть он сам формирует ответ на основе всех тех баз, всех тех данных, которые в данный момент у него есть. И второй вопрос — это второй тип вопросов, либо запросов к ChatGPT, промптов, это запросы на уровне команд. То есть мы ему даем команду для того, чтобы он выполнил эту команду и дал нам также наиболее релевантный ответ, который мы у него запрашиваем. В качестве примера мы можем задать вопрос, например, какое самое высокое здание, и, соответственно, ChatGPT будет стараться дать свой ответ, чтобы этот ответ на этот вопрос нас удовлетворил. Соответственно, он дает нам ответ. На данный момент самым высоким зданием в мире является небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты. Его высота составляет 828 метров, и он включает 163 этажа над землей, дополнительные этажи под землей. Бурдж-Халифа был официально открыт в 2010 году и с тех пор остается самым высоким зданием в мире. То есть это запрос к ChatGPT на основе вопроса. Запрос же на основе команд выглядит немного иначе. То есть мы здесь уже его спрашиваем. Не спрашиваем, мы даем команду. Дай мне список из 5 самых высоких зданий в мире. И, соответственно, он уже нам дает непосредственно список в виде гайда. То есть он уже показывает, что самые высокие здания в мире по состоянию на 2024 год — это первая Бурдж-Халифа, вторая Шанхай, башня Шанхай, Шанхайская башня, третья — это часовая башня, и четвертая — это финансовый центр в Китае, пятая — это башня в Южной Корее. Соответственно, он нам, кроме информации о том, какая самая высокая башня, он нам также дает информацию о том, как эти башни, то есть дает список из 5 зданий, самых высоких зданий в мире. Соответственно, этим отличается запрос в виде вопроса и запрос в виде команды. Также, когда мы делаем запрос к ChatGPT, необходимо понимать, откуда он будет брать эти данные. То есть есть два вида ответа в ChatGPT. Первый ответ — это сгенерированные знания, то есть те знания, которые он на основе каких-то своих логических связей, соответственно, выдает нам. И второй тип ответа, то есть второй тип знаний, который он выдает, это так называемые существующие знания. Чем эти знания, сгенерированные и существующие,
отличаются между собой. Сгенерированный, то есть у него есть, как вы знаете, чат GPT обучается, постоянно обучается на большом объеме информации и на большом объеме запросов. То есть когда мы вводим какие-то запросы, вводим какие-то данные, соответственно, чат GPT всем этим пополняет свою базу знаний, и на основе этих данных он отдает нам наиболее релевантный ответ. То есть у него есть большая база знаний, когда мы вводим определенные ключевые слова, он понимает, что эти ключевые слова, скорее всего, необходимо привести именно к этому ответу. То есть, например, самое высокое здание в мире, он логически ищет в своих базах знаний информацию о самом высоком здании в мире и дает нам на основе этого ответ, плюс немножко расширяет ответ, то есть рассказывает, что это здание находится, например, в Дубае и какая его высота, когда оно было построено, и, соответственно, сравнивает, дает какие-то аналогии, чтобы мы лучше понимали информацию об этом здании. Сгенерированные, то есть сгенерированные здания, они отвечают вот таким вот образом. Существующие же знания, они немного отличаются, то есть это по большей степени те знания, которые мы в него выгружаем. Например, мы на основе каких-то наших данных, например, нам необходимо проанализировать какой-то PDF-файл, либо какой-то Excel-овский файл, либо CSV файл, мы в него загружаем какие-то данные, и на основе этих данных он должен дать нам релевантный ответ. То есть он уже начинает работать не только со своей базой знаний, которая в него выгружена, а он уже работает с той базой знаний, на основе которой мы хотим получить ответ. Если показывать в качестве примера, вот я просто взял рандомные файлы. Это файлы, скачанные с одного сайта, аналитического сайта, который в свободный доступ выгружает какие-то данные. Я скачал данные по зарплатам футболистов. Я не знаю, только американский, наверное, скорее всего, футбол за сезон 2022-2023, если не ошибаюсь. То есть это два рандомных файла. Я их просто выгружаю в чат GPT, и моя основная задача, то есть я хочу для того, чтобы понимать, о чем здесь идет речь, я хочу проанализировать эти данные. Для того, чтобы загрузить, соответственно, эти файлы, я просто беру их в формате CSV и скидываю в чат GPT. Единственное, эти файлы с данными на английском языке, и он мне отвечает на английском языке. Да, поэтому я его прошу отвечать именно на русском языке. И тут же, когда я выгружаю в него какие-то данные, в первую очередь я прошу его, для того, чтобы он лучше понимал данные с этих файлов, я прошу его провести форматирование, соответственно, файлов. И чтобы он не только провел форматирование, а он подогнал информацию то есть подогнал данные в этих файлах под тот формат, который ему удобен. Мы можем его попросить удалить там какие-то лишние ячейки, удалить какие-то повторы, и здесь, соответственно, он нам уже начинает отвечать. То есть я ему сказал, отвечай на русском языке, посмотри эти файлы и приведи их в удобный для тебя формат. И он начинает, соответственно, просматривать файлы и дает данные. То есть, как мы видим, что это реальные данные по зарплатам футболистов за какой-то сезон, за 2022-2023, если не ошибаюсь. И он, соответственно, проводит анализ этих файлов и говорит, что оба файла содержат информацию о футболистах, но в разном формате. Если вам нужно что-то конкретное, например, анализ или объединенные данные, пожалуйста, уточните ваш запрос. И, соответственно, рассказывает, что он видит в этих файлах. То есть лигу, клуб, какое-то гражданство, позиции на поле, возраст, рейтинг и зарплата, соответственно, в год. То есть годовая зарплата, сумма последнего трансфера. То есть когда мы работаем именно с существующим знанием, мы в него выгружаем какие-то существующие знания, и на основе этих знаний мы уже проводим необходимый нам анализ. То есть мы можем его попросить сделать что угодно с данными по этому файлу. То есть мы можем его попросить начертить нам график зарплат, мы можем попросить его начертить линейную диаграмму, мы можем его попросить начертить какую-то круговую диаграмму. Сейчас я не знаю, что в этих файлах, поэтому вот он нам
буквально за несколько секунд. Ну, график, конечно, графиком это сложно назвать, но здесь какие-то статистические данные он нам проводит. То есть с существующими данными мы можем работать именно таким образом. Когда мы работаем именно со сгенерированными данными, то я всегда рекомендую идти как бы по иерархии. То есть мы сначала задаем какой-то большой вопрос, который нас интересует, а дальше мы уже углубляемся в суть. Чтобы показать, как это работает, я, например, у меня есть данные по самым высоким зданиям в мире, я хотел бы узнать чуть больше информации по этим зданиям. Поэтому я задаю им вопрос, сколько времени потребовалось для того, чтобы построить эти здания. То есть я углубляюсь в суть. То есть я получил список самых высоких зданий, и мне необходимо узнать еще какие-то параметры дополнительные по этим зданиям. Я могу по каждому зданию отдельно заходить с запросами. То есть, грубо говоря, у нас есть большая ветка, у нас есть основной запрос, основной вопрос, который мы ему задали. И он в этом запросе, он не будет нам отвечать максимально точно. Он не понимает, что нам необходимо, какие данные мы хотим из этого всего получить. И, соответственно, мы по основному вопросу задали запрос, например, самые высокие здания. И теперь нам необходимо провести, грубо говоря, анализ каждых этих зданий. Мы можем его попросить написать нам, какие необходимые параметры мне необходимо для того, чтобы там подготовить доклад по каждому из этих зданий. Либо можем сами придумывать запросы, генерировать промпты для того, чтобы углубляться в суть и получать как можно больше данных, и его ответ выходил как можно точнее. И здесь мы видим, да, когда мы им задали вопрос, сколько времени потребовалось для того, чтобы построить эти здания, он нам начал отвечать, что, соответственно, Бурдж-Халифа строительство началось в 2004 году и официально открыто в 2010 году. На строительство ушло 6 лет. На это строительство 7 лет, на этом 8 лет, на этом 8 лет, на это 5 лет. То есть по каждому знанию, по каждым данным у него есть определенные параметры, которые нам необходимо узнавать. И чем глубже, грубо говоря, мы копаем, то тем более расширенный ответ мы, соответственно, получаем. Мне нравится именно работать в таком формате. То есть я сначала задаю основной запрос, а потом углубляюсь в суть и расширяю его ответ. За счет этого я получаю более объемную, более ценную, на мой взгляд, информацию. Также мы можем форматировать ответы, которые он нам выдает, в удобном нам формате. Например, мы можем его попросить дать нам список из 5 самых популярных пород собак. То есть в этом вопросе, в этом запросе, в этой команде уже существуют ключевые слова, которые мы используем. То есть нам нужен список. Мы об этом и говорим, что нам необходим список из 5 самых популярных пород собак в каком-то мире, в каком-то регионе, в какой-то стране отдельно. Также мы можем форматировать, то есть редактировать формат ответа, который нам необходим. То есть смотрите, здесь мы его попросили список из 5 самых популярных пород собак. Например, мы этот список имели в виду, что нам необходимо его получить в формате таблицы. Поэтому свой запрос мы должны так и отформатировать. То есть дай мне список из 5 самых популярных пород собак в формате таблицы. И теперь он уже понимает, что ему необходимо дать нам не просто список, да, а список именно в формате таблицы. И тогда он дает нам полноценный ответ именно в формате таблицы. То есть он уже сам рисует таблицу и задает данные в эту таблицу. То есть он рассказывает, что вот лабрадоры и какие-то особенности. В этот формат таблицы мы можем включать что угодно. Например, сказать ему, что в таблице должно быть, например, 4 параметра, то есть там сколько они живут, сколько они стоят, какие у них особенности, как за ними можно ухаживать. То есть в зависимости от того запроса, от того вопроса, от той команды, которую вы даете, вы будете получать, соответственно, разные всегда ответы.
В моем телеграм-канале есть большая база именно запросов к ChatGPT. То есть здесь собрано больше 5000 различных промптов для ChatGPT. Если нам необходимо найти какой-то промпт, например, по Instagram, мы вбиваем в чате Instagram ключевое слово и смотрим все те промпты, которые необходимы для Instagram. Например, для целевой аудитории, для каких-то запросов, для изучения чего-то, для создания каких-то рекламных кампаний. То есть у меня собрана в Телеграме огромная база промптов, которые можно использовать для личной жизни, для воронок продаж, для маркетинга, для бренда. И эти промпты позволяют ChatGPT точно понимать наш запрос, то есть за счет чего мы получаем грамотный и хороший ответ. Я знаю, что многие люди говорят, ну, ChatGPT дает какие-то примитивные ответы на мои вопросы. Конечно, он будет давать примитивные ответы на ваши примитивные вопросы. Чем глубже и чем качественнее вы будете задавать, соответственно, вопросы ChatGPT, тем более лучший ответ он будет выдавать. Именно собрание, то есть мы собираем постоянно лучшие запросы, которые помогают ChatGPT отвечать намного лучше. Поэтому рекомендую вам, под этим видео есть ссылка на телеграм-канал, переходите в телеграм-канал, там есть информация о том, как получить вот эту вот базу промптов, и там есть база вот этих вот всех промптов, поэтому ссылка на телеграм-канал находится под этим видео. Переходите на основной телеграм-канал, и там есть информация, как получить доступ к этой огромной базе промптов для ChatGPT. Также в ChatGPT есть возможность пользоваться полноценным интернетом. Многие об этом то ли не знают, то ли забывают, то ли у них устаревшая информация, что ChatGPT не выходит, соответственно, в интернет. Он выходит в интернет, например, мы хотим узнать, сколько сейчас стоит там криптовалюта тон, либо криптовалюта биткоин. Мы так его и спрашиваем, сколько сейчас, либо сколько сегодня, сколько на сегодняшний день, на сегодняшний момент стоит криптовалюта тон. И он нам тут же отвечает, что в данный момент криптовалюта тон стоит $6 15 центов. То есть у ChatGPT есть полноценный выход в интернет даже без использования каких-то сторонних материалов. Он подгружает ту актуальную информацию, которая нам необходима. Поэтому в последнее время я даже и стал использовать ChatGPT как поисковую систему, которая работает покруче там Гугла и Яндекс. То есть мне не нужно искать где-то информацию, переходить по каким-то ссылкам, читать, пытаться найти какую-то полезную для меня информацию. Я просто задаю в ChatGPT запрос и тут же получаю точный и актуальный ответ, который он получил благодаря выходу в интернет. Либо я задаю вопрос, уже непосредственно связанный с интернетом. То есть я ему говорю, найди в интернете информацию о 3 значимых событиях, которые произошли в 2024 году в сфере искусственного интеллекта. И он нам уже начинает искать информацию в интернете, дает даже ссылки на источники. То есть это обычный чат GPT, это не какой-то GPT-агент, это обычный чат GPT. Он дает ссылку на источники, где он взял эту информацию. То есть какие значимые, правда, на английском языке дает в промпте. Иногда стоит, конечно же, писать, что дай мне информацию на русском языке, но на английском языке, то есть он нам дал информацию, дал ссылки на статьи, и рассказал, почему он посчитал эту информацию именно значимой. Это дает мне преимущество в том, что мне не нужно искать в интернете большое количество информации. Он сам обработает эту информацию и выдаст мне то, что мне необходимо. Конечно, иногда стоит проверять его ответы. ChatGPT, как и любой, наверное, любой другой интеллект, способен вводить в заблуждение, где-то ошибаться, где-то он переходит в так называемые глюки, но более-менее точную информацию он способен выдать в зависимости от того точного запроса, который вы ему зададите. Также мне нравится ChatGPT, что у него есть возможность использовать так называемые пользовательские инструкции. То есть, когда мы не на уровне промптов ему задаем вопросы и просим ему дать ответ на наш запрос, а мы изначально ему даем роль и рассказываем, для чего нам необходима эта информация. То есть в данном случае он дает нам информацию как специалисту по видеомаркетингу. Я с ChatGPT недавно работал для анализа субтитров, для того, чтобы написать
текст для моего YouTube видео. И, соответственно, он у меня был включен в режиме специалиста по видеомаркетингу, который не только анализирует, пишет мне SEO-текст для моих видео, подбирает ключевые слова, дает мне подсказку по заголовкам, по хэштегам, по тегам, по сценарию видео, который необходимо использовать. И здесь, соответственно, он научен именно на этих данных. Мы можем ввести его какие угодно данные. Все у нас, например, в моем телеграм-канале есть такой раздел, он называется «Применение ИИ в повседневной жизни». И здесь у нас собрано больше 250 различных образов, которые может принимать чат GPT. То есть здесь есть и преподаватель, учитель начальных классов, с которыми работают мои дети, есть маркетинговый специалист, есть специалист по изучению каких-то иностранных языков, есть фитнес-тренер, есть диетолог, есть нутрициолог. То есть большое количество ролей, образов может принимать чат GPT, и все, что нам необходимо сделать, это ввести два параметра. Это что бы вы хотели, чтобы чат GPT знал о вас, и как бы вы хотели, чтобы чат GPT отвечал. Все эти образы есть в телеграм-канале, ссылка, еще раз повторюсь, находится под этим видео в закрепленном сообщении, либо в первом сообщении. Переходите, вступайте в телеграм-канал. Здесь собрана огромная база знаний для работы с искусственным интеллектом. Конечно, больше идет упор на чат GPT. И эти данные они называются там custom instruction, то есть пользовательские инструкции. И всего два параметра, которые нам необходимо ввести для того, чтобы чат GPT уже давал точные ответы и понимал, какую роль он играет. То есть не на уровне запросов, не на уровне промптов, а уже на глубинном уровне. То есть мы его обучили, ввели в него специальный пользовательские инструкции, и после этого он все свои ответы подгоняет именно под те пользовательские инструкции, которые нам необходимо, которые мы хотим получить. Например, пиши в каждом своем сообщении в самом начале «Привет, на связи Игорь Зуевич». Соответственно, он будет это писать. Либо пиши в конце «Задавайте мне еще вопросы». И он будет после каждого своего сообщения писать «Задавайте еще вопросы». Но это самые такие базовые понятные функции в пользовательских инструкциях. Мы же его обучаем именно на уровне роли, на уровне особого направления, и он уже на основе этих данных выдает нам тот ответ, который, скорее всего, будет удовлетворять нас. Например, мы выбрали первое событие, и теперь мы хотим, чтобы он написал нам полноценный скрипт по первому событию, по первому видео. Например, мы хотим рассказать об этом событии, снять отдельный видеоролик, мы, соответственно, и просим чат GPT сгенерируй мне скрипт для моего YouTube видео по первому событию. Единственное, да, вот мы здесь не перевели на русский язык, и он нам скрипт генерирует также на английском языке. Но если мы здесь просто напиши на русском языке, он нам, соответственно, этот скрипт выдаст на русском языке. То есть в него сейчас выгружены пользовательские инструкции по видеомаркетингу. И, соответственно, мы ему задали просто обычный запрос, что какие значимые события произойдут в 2024 году в сфере искусственного интеллекта. И на основе того, что он является специалистом по видеомаркетингу, он нам дает полноценный скрипт, полноценный сценарий для нашего будущего видео. Конечно, мы можем в каждый из разделов еще больше углубляться и получать уже полноценный, точный скрипт, который мы дальше можем просто поставить либо выгрузить в какой-нибудь другой искусственный интеллект, который вместо нас запишет это видео, либо мы можем просто начитать текст к этому видео, то есть чуть детальнее разобраться, то есть попросить его написать текст непосредственно к этому видео и уже работать непосредственно с текстом. То есть это все мы делаем на основе промптов, то есть мы углубляемся все глубже и глубже и работаем с чат GPT для того, чтобы получить в финале полноценный ответ, который будет нас удовлетворять. То есть мы не стараемся с одного запроса, с одной команды получить полный ответ. Мы стараемся усилить, улучшить, уйти вглубь, расширить ответ для того, чтобы этот ответ нас полностью удовлетворял. Следующая функция, которую я активно использую в чат GPT, это функция
анализа изображения. То есть у него есть возможность генерировать нам полноценные изображения. И эти изображения уже в будущем использовать для какой-то своей дальнейшей работы. Я же, например, активно этим пользуюсь, когда мне необходимо провести анализ моего продающего текста, продающего сайта. То есть я сначала у него запрашиваю полную структуру сайта, дальше я готовлю текст для этой структуры, я ввожу в него данные по своей целевой аудитории, либо с ним же разбираю свою целевую аудиторию. И дальше в конце я ему присылаю такие скриншоты каждого, например, экрана. У меня, например, есть большой лендинг, и по этому лендингу я хочу провести анализ текста, насколько он будет удовлетворять целевую аудиторию. То есть я делаю скриншот первого экрана и отправляю его, соответственно, в чат GPT, и хочу узнать его мнение, насколько этот текст будет привлекать внимание, насколько этот текст будет влиять на конверсию моего сайта. То есть я таким образом докручиваю свои сайты и отправляю, соответственно, эти все данные чат GPT. Он мне помогает докручивать мои сайты, повышать конверсию, повышать продажи. Это очень удобно. То есть я не просто генерирую какие-то картинки, хотя вот эти вот картинки все были сгенерированы искусственным интеллектом. Я прошу его сделать анализ, то есть он видит текст, он читает этот текст, он видит призывы к действию, и он мне может дополнить, то есть либо исправить тот текст, который в данный момент у меня размещен на сайте. За счет этого я провожу быстрый анализ, быструю диагностику своего сайта, я могу его попросить принять роль потенциального клиента, потенциального пользователя, который будет использовать данный сайт, и в дальнейшем, соответственно, с этим сайтом он будет работать. Также я активно использую чат GPT для того, чтобы получать промпты. Например, я нашел на каком-то фотостоке, либо еще где-то, либо в Midjourney какое-то интересное изображение. Я хотел бы сгенерировать точно такое же. Для этого я выгружаю это изображение в чат GPT и пишу его просто: напиши мне промпт для этого изображения. Дальше я беру этот промпт и пишу ему. И дальше я беру этот промпт, копирую его и говорю ему: сгенерируй мне изображение по этому запросу. И скорее всего, если он правильно здесь составил промпт, то я получу на выходе практически точно такое же изображение, которое мне необходимо. К этому изображению я могу посмотреть промпт, который он сгенерировал. И он, соответственно, вот получил, и он нам на выходе дал вот такое вот изображение. Его можно прямо здесь отредактировать, либо убрать, либо добавить какие-то элементы. За счет этого чат GPT становится крутым графическим редактором, который позволяет получать уникальные изображения для вашего сайта, для вашего Instagram профиля, для вашего TikTok, для какой-то видеонарезки. Когда еще у него появится возможность генерировать полноценное видео, такая возможность совсем скоро должна появиться, то это будет вообще незаменимый помощник для работы с контентом. Следующая функция, которую я активно использую, это так называемые GPT-агенты. Я создаю себе специализированных GPT-агентов, которые мне позволяют быть намного продуктивнее. То есть это так называемые AI-помощники на базе ChatGPT. Например, у меня есть GPT-агент, который мне помогает изучать английский язык. Есть GPT-агент, который позволяет мне делать полноценные ролики для моего YouTube-канала. Есть GPT-агент по работе с Telegram. Например, я запускаю рекламную кампанию в Telegram, и у меня есть для этой цели специальный GPT-агент Telegram Ads. То есть он натренирован на большом объеме данных по Telegram, рекламным кампаниям в Telegram. В него загружены все требования от площадки Telegram, то есть в нем загружена огромная база знаний по Telegram. И давайте я вам покажу, как это все примерно выглядит. И за счет этого мои рекламные объявления проходят достаточно быстро модерацию. То есть в нем загружена база знаний, в нем загружены инструкции, в нем загружена первая строка для того, чтобы он мне генерировал сразу же ответы, которые мне необходимы. Например, сделай мне 10 рекламных креативов для канала Игоря Зуевича. И в него уже не нужно загружать данные, он мне уже сделает сам полноценные рекламные креативы, просто зайдя и нажав на одну кнопку. Потому что он понимает, кто я, о чем мой канал. В него выгружены большое количество постов с моего канала, в него выгружены базы знаний, в него выгружены учебники по маркетингу, и в него выгружены
требования модерации рекламной сети Telegram Ads. Поэтому мы можем создавать себе таких полноценных AI-помощников для работы с теми задачами, которые нам необходимы. И причем мы к ним возвращаемся достаточно быстро. Также есть большое количество GPT-агентов у самого ChatGPT. То есть здесь сюда подгружают большое количество GPT-агентов для того, чтобы мы могли выбрать необходимый нам и в дальнейшем уже с ним работать. Например, GPT-агенты для генерации изображений, логотипов, GPT-агенты по копирайтингу, по продуктивности, по анализу данных. То есть все вот эти вот базы знаний, большое количество GPT-агентов в него выгружен. Мне, например, нравится GPT-агент, то есть я его активно использую, GPT-агенты для мозгового штурма. Называется он Physical Diagrams, то есть я начинаю новый чат. Например, мне необходимо провести мозговой штурм для определения своей целевой аудитории. И я хочу это, чтобы было в каком-то визуальном формате. То есть мне не просто нужно посидеть, подумать, написать какие-то тексты. Я хотел бы, чтобы для полного понимания целевой аудитории, я хотел бы, чтобы он создал мне майндмэп-карту. Соответственно, я его прошу, да, помоги мне с мозговым штурмом, создание майндмэп-карту для определения целевой аудитории. И здесь он мне тут же пишет, какие необходимы параметры для того, чтобы определять целевую аудиторию. И он мне генерирует полноценную майндмэп-карту, которую я могу использовать для дальнейшей работы. Давайте посмотрим, как она будет выглядеть. Причем это может быть не просто там mindmap карты, это могут быть полноценные какие-то диаграммы, полноценный анализ моей целевой аудитории. Во-первых, он мне строит здесь, соответственно, mindmap карту и также дает возможность перейти на сайт и уже на сайте как-то отредактировать эту mindmap карту, добавить какие-то свои данные, например, возраст, да, прописать потенциальный возраст из сегментации целевой аудитории, потенциальный пол, уровень образования, доход и вот это вот параметры уже подойдут для базового анализа какой-то целевой аудитории. Конечно, здесь есть психографические характеристики, поведенческие потребности, мотивация, и это уже даст на базовом уровне провести, работать с ChatGPT в качестве помощника по мозговому штурму. Также ChatGPT является отличным помощником в каком-то планировании. Например, вы планируете какое-то мероприятие, например, не знаю, там, свой день рождения, либо какую-то конференцию, выступление. И для того, чтобы не забыть большое количество параметров, большое количество мелких дел, которые необходимо будет решить, мы также можем использовать ChatGPT. Например, узнать у него данные по погоде, узнать данные по еде, то есть какой стол накрывать для определенного количества людей. Например, вы планируете вечеринку, на которой будет там 10 человек. Соответственно, вы его можете спросить, что необходимо для вечеринки на 10 человек, которая будет проходить, например, там на свежем воздухе, либо в каком-то закрытом помещении, что необходимо учесть для того, чтобы вечеринка прошла удачно. То есть ChatGPT является незаменимым, на мой взгляд, сегодня помощником для планирования, для работы, для изучения, для обучения. Конечно, если записывать полноценный гайд, полноценную инструкцию по работе с ChatGPT, уйдет, наверное, часов 48, и вы до конца его все так и не посмотрите. Но в этом видео я вам дал базовые параметры, которые можно использовать для того, чтобы упростить свою жизнь, для того, чтобы быстрее выполнять какие-то рутинные дела. Посмотрите, на моем канале есть еще большое количество видео по ChatGPT, именно специализированных видео. Также обязательно подпишитесь на мой телеграм-канал. Если было полезно, напишите поставьте лайк под этим видео, напишите что-нибудь в комментарии. Ваши комментарии реально помогают продвигать видео, и это будет сигналом к тому, что еще больше давать контента в плане ChatGPT. Я надеюсь, что это видео было вам полезно. Обязательно поставьте мне нравится. С вами был Игорь Зуевич. Пока.